Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 40 тайн Моны Лизы, которые все еще не разгаданы учеными. Из этого видео вы узнаете следующее. Почему у Моны Лизы нет ресниц и бровей? Что обнаружили ученые под изображением Джоконды, когда воспользовались технологией инфракрасной и лазерной визуализации? Какие открытия на картине сделал художник Рон Пичерило, следуя инструкциям, изложенным в дневниках Леонардо да Винчи? От чего Джоконду защищает пуленепробиваемое стекло? Какие проблемы доставила эта картина художнику Пабло Пикассо? Что сделал да Винчи, чтобы позирующая для картины девушка была так расслаблена и развлечена? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале Книги, Истории, Факты вы найдете самые интересные и правдивые факты на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кроме того, несколько самых интересных, популярных, полезных и остроумных комментариев по теме этого видео мы обязательно разместим в заключении следующего ролика с указанием авторов комментариев. А в заключении этого видео мы разместим такие комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику. Мона Лиза, пожалуй, самое известное произведение искусства во всем мире. Вряд ли хоть одна картина в истории живописи подвергалась столь тщательному исследованию и анализу или была бы овеяна таким количеством легенд и загадок. Поразительная улыбка женщины столетиями служит предметом споров. Бытует мнение, что картина лучше тысячи слов. Но Мона Лиза Леонардо да Винчи заставляет историков, искусствоведов и обычных людей говорить о себе уже не одну сотню лет. Этот небольшой портрет, который экспонируется в Лувре, называют самым известным, самым обсуждаемым и самым пародируемым в мире. И глубокие исследования этого холста, которые проводились в разное время, открыли много интересных тайн. 1. Как ученые исследовали тайны и парадоксы Моны Лизы. 11 декабря 1913 года Мона Лиза Леонардо да Винчи, похищенная из Лувра в 1911 году, была обнаружена и взята под стражу итальянскими властями во Флоренции. На следующий день был арестован ее похититель, технический работник Лувра Винченцо Перуджа, который, как выяснилось, 21 августа 1911 года просто снял картину со стены, вынул ее из рамы и вынес из музея под одеждой. Он считал, что картина была украдена во Флоренции Наполеоном Бонапартом и хотел, чтобы полотно, так сказать, вернулось в свой настоящий дом. В течение 2 лет местоположение картины оставалось полной загадкой, а СМИ во всем мире размышляли о возможных причинах отсутствия картины в музее и ее местонахождении. В 1913 году Перуджа связался с итальянским арт-дилером Альфредо Джерри и попросил денежное возмещение от итальянского правительства в обмен на транспортировку Моны Лизы обратно во Флоренцию. Но владелец галереи, к которому он обратился, увидев картину, немедленно вызвал полицию. Учитывая, что Перуджа запросил за возврат картины в Италию сущие гроши, при этом 2 года хранил ее под матрасом в своей квартире, люди заподозрили, что инцидент с украденной картиной был попросту уловкой, созданной для повышения интереса к картине и галерее. Когда выяснилось, что вор, который сотрудничал с Перуджей, был никто иной, как известный фальсификатор искусства Эдуардо де Вальферна, появилась теория, что Мона Лиза была украдена, чтобы сделать копию картины и продавать поддельные копии неосведомленным коллекционерам за огромные деньги. Нелепая кража Моны Лизы и ее чудесное обнаружение принесли ей невероятную известность. Прежде бывшая достоянием искусствоведов и ценителей прекрасного, Мона Лиза сделалась одним из самых узнаваемых произведений западноевропейского искусства и постепенно превратилась в объект поп-культуры. О ней писали книги и снимали фильмы, и каждое следующее поколение не оставляло попыток разгадать тайны этой работы.
В этом видео мы рассказываем, какие вопросы больше всего беспокоили зрителей и как на них отвечают современные исследования. 2. Улыбка. Самая хрестоматийная загадка Моны Лизы – это ее улыбка, на протяжении нескольких веков не дающая покоя искусствоведам, ученым и просто зрителям. Первым на выражение лица на картине обратил внимание еще Джорджо Вазари. Улыбка дана столь приятной, что кажется, будто бы созерцаешь скорее божественное, нежели человеческое существо. Надо сказать, что улыбка и смех не были широко представлены в искусстве того времени. Первая в истории европейской живописи – картина с улыбающимся человеком, портрет неизвестного моряка де Мессина, была создана всего за 40 лет до Моны Лизы. Но даже несмотря на это обстоятельство, никакой особой загадочности в улыбке Моны Лизы никто не видел аж до 1867 года. В тот год в Париже проводилась всемирная выставка, и для ее посетителей известные французские писатели составили путеводитель по городу. За раздел про Лувр отвечал писатель и журналист Теофиль Готье. Про Мону Лизу он высказался так: «Джоконда. Это слово немедленно вызывает в памяти сфинкса красоты, который так загадочно улыбается с картины Леонардо. Изгиб ее губ к лицу лишь богам, знающим все и нежно презирающим человеческую вульгарность». В сущности, Готье всего лишь развил мысль Вазари, но именно с этого текста начался интерес к тайнам Моны Лизы и, в частности, ее улыбки. Поэты, писатели, искусствоведы и философы стали предлагать свои трактовки. Это не улыбка, но хищная физиономия с холодными глазами и отчетливым знанием беспомощности той жертвы, которой Джоконда хочет овладеть, писал о ней Алексей Лосев. Булгаков считал улыбку зловещей, а Куприн развратной. Принципиально иное прочтение предложил Зигмунд Фрейд. Он уверял, что Джоконда не была простой дамой, ее улыбка казалась ему флиртующей, а взгляд мимолетным. В 1910 году он написал очерк «Одно раннее воспоминание Леонардо да Винчи», где разбирал связь художника с матерью, с которой он был разлучен в раннем детстве. Фрейд утверждал, что модель, которая позировала Леонардо да Винчи, улыбкой напомнила ему мать, и он воспроизвел это выражение на портрете, а затем еще как минимум в 2 картинах – Иоанне Крестителе и Богоматери с младенцем и Святой Иоанной, каждый раз подсознательно пытаясь вернуть воспоминания из детства. В середине 20 века улыбку Моны Лизы пытались объяснять в основном медицинскими причинами. У модели диагностировали бруксизм, он мог деформировать ее челюсть, и сифилис, из-за лечения которого ртутью она могла стесняться оголять почерневшие зубы, ее мужа обвиняли в домашнем насилии, в результате которого она потеряла несколько зубов и даже получила шрам над верхней губой. Позже выяснилось, что то, что принимали за зажившую рану, оказалось наслоением лака. В 21 веке улыбки Моны Лизы нашли новые объяснения. В 2005 году картину проанализировали с помощью программы обработки биометрии, разработанной в университетах Амстердама и Иллинойса, и выяснилось, что мимика модели показывает 83% счастья. А в 2020 году профессор Дэвид Талер из Базельского университета опубликовал исследование, в котором объяснил странность улыбки Моны Лизы тем, что Леонардо да Винчи смог запечатлеть сам момент возникновения улыбки, когда эмоциональная реакция уже есть, но тело только начинает на нее отвечать. Сделать это да Винчи смог, благодаря уникальной особенности своего зрения, которое могло улавливать до 100 кадров в секунду, тогда как глаз обычного человека всего от 20 до 40. Благодаря этой способности Леонардо да Винчи смог, например, нарисовать стрекозу с передними поднятыми крыльями и задними опущенными, положение, которое обычный человек может заметить только на замедленной съемке. Кто только не пытался раскрыть секрет загадочной улыбки Моны Лизы. В 2000 году гарвардский невролог Маргарет Ливингстон вынесла свой вердикт: Джоконда не улыбается с картины, это оптическая иллюзия, появление которой зависит от того, на какую часть портрета направлен взгляд зрителя. Если смотреть в глаза Моны Лизе, то нижняя часть лица
уйдет в область периферийного зрения, и тени возле губ будут восприниматься как продолжение рта, а уголки губ приподнимутся. 3. Глаза. Глаза Моны Лизы, вернее ее взгляд, тоже давно не дают покоя зрителям. Их завораживает тот факт, что как ни перемещайся относительно картины, кажется, что женщина с полотна не отводит от тебя взгляд. В 20 веке этот феномен стали называть эффектом Моны Лизы, и в общественном сознании закрепилось убеждение, что придумал его именно Леонардо да Винчи. Это, однако, не так. Приемы, позволяющие оживить глаза нарисованных людей или животных, были известны еще в Древнем Египте, а в начале нашей эры научно объяснить это явление пытался Птолемей в оптике. Интерес к этому явлению в европейской живописи стал активно развиваться в середине XIV века. Его главным теоретиком позже стал богослов Николай Кузанский, полагавший, что эффект, при котором нарисованный человек будто следит глазами за зрителем, особенно эффективен в случае монастырских икон как свидетельство того, что Бог и святые не оставляют монаха. К тому моменту, как Леонардо да Винчи приступил к Моне Лизе, он, наравне с другими своими современниками, успел изрядно поэкспериментировать с этим приемом. В его основе лежит оптическая иллюзия, создаваемая сочетанием двух факторов. Во-первых, радужные оболочки глаз должны быть изображены слегка асимметрично по отношению друг к другу. Во-вторых, они должны соотноситься с положением головы. Если она расположена анфас, то и взгляд должен быть направлен прямо, как на портрете юноши Лоренцо Лотта. Если голова повернута, то радужные оболочки должны смещаться по белку в противоположную от поворота сторону, собственно, как на картине Мона Лиза. Неважно, с какой стороны смотреть на картину, Джоконда продолжает смотреть прямо на зрителя. Казалось бы, в нашем трехмерном мире тени и свет на поверхностях должны смещаться в зависимости от ракурса зрения, но это не относится к двухмерным поверхностям. Подобное оптическое явление можно объяснить научной теорией, описанной специалистами из Университета Огайо, в которой доказано, что изображение может выглядеть одинаково, независимо от угла, под которым оно рассматривается. Мастерская манипуляция Леонардо да Винчи с красками на холсте создает чрезвычайно реалистичное ощущение глубины во взаимодействии тени и света. Именно это явление создает перспективу и придает Моне Лизе ее особый взгляд. Однако в 2019 году выяснилось, что сама Мона Лиза эффекта Моны Лизы лишена. Исследователи из Университета Билефельда в Германии провели эксперимент, в котором просили добровольцев линейкой отмерить направление взгляда женщины на картине. Результаты показали, что прямо на зрителя Мона Лиза не смотрит, ее взгляд отклонен приблизительно на 15 градусов и направлен на правое плечо человека. Таким образом, преследующий взгляд портрета, по всей видимости, всего лишь психологическая иллюзия. 4. Брови и ресницы. Одна из загадок Моны Лизы – отсутствие у женщины на картине ресниц и бровей. Стоит обратить на это внимание, и портрет немедленно начинает казаться странным. На самом деле ничего странного в их отсутствии нет. В Европе XIV-XV веков канон красоты знатных и богатых женщин предполагал избавление от бровей и даже ресниц, считалось, что это делает лицо более утонченным. По этой же причине принято было сбривать волосы от линии роста к макушке, чтобы визуально увеличить лоб и поднять прическу. На картинах раннего Возрождения можно найти немало женщин без бровей и ресниц, например, портрет девушки Петруса Кристуса, да и сам да Винчи нередко либо вовсе обходился без них, Благовещение и Мадонна с цветком, либо обозначал брови едва видимой линией, дама с горностаем. И все же именно в случае с Моной Лизой отсутствие бровей и ресниц действительно представляет собой некоторую загадку. Дело в том, что Джорджо Вазари в своем описании этого портрета отдельно останавливался на мастерстве, с которым Леонардо да Винчи написал брови и ресницы. Глаза имеют тот блеск и ту влажность, какие обычно видны у живого человека, а вокруг них переданы все те красноватые отцветы и волоски, которые подаются изображению лишь при величайшей тонкости мастерства. Ресницы, сделанные наподобие того,
как действительно растут на теле волосы, где гуще, а где реже, и расположенные соответственно порам кожи, не могли бы быть изображены с большей естественностью. Существует несколько объяснений того, почему первое известное описание Моны Лизы так расходится с известной нам картиной. Первая гипотеза. Вазари мог видеть не оригинал Моны Лизы, а одну из многочисленных копий, которые делали в том числе и художники мастерской да Винчи. В этом случае под описание Вазари больше всего подходит Мона Лиза из музея Прадо. Считается, что она создавалась параллельно с оригиналом, и на ней действительно очень детально проработаны брови и ресницы. Вторая гипотеза состоит в том, что брови и ресницы были и на картине Леонардо да Винчи, но со временем просто стерлись из-за многочисленных очисток и реставраций. Эту версию подтверждает инструментальное изучение картины, проведенное французским инженером Паскалем Катте в 2006 году. На снимках камерой, делающей изображение в 240 миллионов пикселей, он смог различить над левым глазом один волосок. 5. Человек. Одна из главных тайн Моны Лизы касается, собственно, изображенного на ней человека. Однозначного ответа на вопрос, чей это портрет, не существует до сих пор. Самой распространенной является версия, что на картине изображена третья жена флорентийского торговца тканями Франческо дель Джаконда, Лиза. Версия основывается на анонимной рукописи об итальянской живописи XV-XVI веков, написанной в 1540-1550-х годах. В ней содержался список работ да Винчи, в котором фигурировал портрет Джаконда, но только не Лизы, а самого Франческо. В сохранившемся наследии художника портрета мужчины, который подходил бы под это описание, нет, а следующий биограф Леонардо да Винчи, Джорджо Вазари, уже с уверенностью писал о портрете Лизы Джаконда, называя его Мона Лиза, Мона сокращение от Миа Дона, то есть «моя госпожа», и сообщая, что заказан он был в честь рождения второго сына и переезда семьи в новый дом. Искусствоведы и исследователи последующих эпох в основном сходились во мнении, что анонимный биограф допустил ошибку, указав имя мужа Лизы в качестве модели, а не заказчика. Это косвенно подтверждает обнаруженная в 2005 году запись в одной из книг флорентийского чиновника Агостино Веспуччи, датированная предполагаемым годом начала работы над Моной Лизой, 1503, в которой Веспуччи упоминает в числе работ да Винчи портрет Лизы Джаконда. Впрочем, гарантий, что речь здесь идет именно о Моне Лизе, нет, поэтому существует немало альтернативных версий относительно того, кто изображен на известной нам картине. Среди моделей называли многих выдающихся современниц Лизы Джаконда, от герцогини Миланской Изабеллы Арагонской до хозяйки известного литературного салона Чичилии Галерани, с которой Леонардо да Винчи связывала многолетняя дружба. Их портреты знаменитому художнику могли заказать мужья или любовники. Но существуют и другие, более сложные, хотя и плохо доказуемые версии. В 1987 году появилась даже теория о мужском происхождении образа Моны Лизы. По мнению американской диджитал-художницы Лилиан Шварц, моделью для картины послужил сам Леонардо да Винчи. Свою теорию она выстроила на компьютерном анализе и сравнении, через наложение портретов Моны Лизы и так называемого туринского автопортрета, карандашного рисунка с изображением пожилого мужчины, который некоторыми исследователями атрибутируется как автопортрет Леонардо да Винчи. А в 2011 году итальянский искусствовед Сильвано Винчетти выдвинул теорию, что на картине изображен на самом деле переодетый в женщину художник из мастерской да Винчи и, вероятно, его любовник, Джан Джакомо Капроти по прозвищу Салаи. Свою версию Винчетти тоже строил на сравнении картины Иоанна Крестителя, для которой позировал Салаи, и Моны Лизы. Помимо этого, он утверждал, что само название Мона Лиса может быть анаграммой Мон Салой. В пользу этой версии говорит и то, что Леонардо да Винчи так и не передал портрет предполагаемому заказчику, кем бы он ни был, и не расставался с картиной до конца жизни, а после его смерти она досталась Капроти. 6. Беременная Мона Лиза. Некоторые художественные историки считают,
что женщиной на картине является Лиза дель Джаконда, и она была беременной в то время, когда да Винчи писал ее портрет. Ее руки скрещены на округлом животе, а также есть исторические свидетельства того, что дель Джаконда была беременной во второй раз на момент написания картины, и что портрет был написан как раз в честь этого. Кроме того, инфракрасные снимки указывают на то, что на ее плечах лежит драпировка, вуаль из льна, которую в то время обычно носили беременные женщины. Было высказано предположение, что эта вуаль могла быть просто шарфом или куском ткани, наброшенным на ее плечи. Однако руки Моны Лизы, скрещенные над ее животом, исторически точные сроки ее беременности и использование подобной вуали на портрете беременной Эсмеральды Брандини, написанном Сандро Боттичелли, позволяют предположить, что Мона Лиза таинственно улыбается, скрывая небольшой животик. 7. Секретные коды. Итальянские специалисты из Национального комитета по культурному наследию Италии, благодаря микроскопическому увеличению картины, обнаружили наличие серии букв и цифр, нанесенных на многочисленные элементы холста картины. Историк искусства Сильвано Винчетти утверждает, что в правом глазу Моны Лизы есть буквы ЛВ, которые теоретически обозначают собственное имя художника – Леонардо да Винчи. В левом глазу можно увидеть нечеткие очертания букв С, И или, возможно, Б. На мосту на заднем плане удалось разглядеть число 72 или букву Л, за которой следует 2, нарисованные на арке моста. Можно только догадываться, что имел в виду художник, когда он столь загадочным образом нарисовал эти буквы и цифры, причем невидимые невооруженным глазом. 8. Пейзаж. По сравнению с центральной фигурой Моны Лизы, задний план картины всегда представлял меньше интереса, но и он породил несколько загадок. Во-первых, где-то в середине 20 века искусствоведы сделали вывод, что картина обрезана по бокам. Об этом свидетельствует то, что в нижних углах видны лишь основания колонн, как полагали исследователи, сами они были обрезаны. Практика срезать у картин бока, чтобы они уместились в нужную раму или нужное место на стене, действительно существовала в XVIII-XIX веках, от нее, например, пострадал «Ночной дозор» Рембрандта. Однако в 2004 году 39 экспертов из разных музеев мира провели анализ краев картины и пришли к выводу, что ее живописную часть не трогали, края действительно очищали от воздействия насекомых, но до грунта не доходили. Выяснилось, правда, что у плохо прорисованных оснований колонн нет подмалевка, и это заставило исследователей предположить, что писал их вовсе не да Винчи. Прежде считалось, что он просто не успел их закончить, и, возможно, их добавили уже после его смерти, пытаясь добиться большего сходства с какой-то копией Моны Лизы. На всех известных присутствуют колонны целиком или их основания. Другую загадку представлял окружающий фигуру пейзаж. Долгое время считалось, что фон картины – один из ранних примеров в европейской живописи воображаемого пейзажа, и именно да Винчи одним из первых в европейской живописи прибег к этому жанру. В 1999 году японский искусствовед Танака Хидемити опубликовал статью, в которой выдвинул теорию, что идею да Винчи позаимствовал из китайской живописи. На момент написания Моны Лизы европейцы еще не установили контакт с Китаем, но товары оттуда попадали к ним через Персию, Сирию и Египет. Среди них был и китайский фарфор, часто расписанный воображаемыми пейзажами, и свитки с аналогичными рисунками. С нескольких таких свитков Леонардо да Винчи и мог рисовать свой пейзаж. На это, считает Хидемити, указывает то, что объекты пейзажа расположены нетипичным для европейской живописи образом, а так, как принято в китайских пейзажах, с вертикальной ориентацией. Эта версия не очень прижилась, но в остальном исследователи по большей части соглашались, что да Винчи изобразил тут некий выдуманный пейзаж, не столько наделенный самостоятельным смыслом, сколько призванный подчеркнуть сложность внутреннего мира человека. Недавняя находка заставила пересмотреть эту версию. Версия о выдуманном пейзаже родилась из невозможности обнаружить местность,
соответствующую той, что изобразил Леонардо. Например, в окрестностях Флоренции не было известно ни одного четырехарочного моста, только мосты в 5 и 6 арок. Итальянский историк Карло Глори предполагает, что мост за левым плечом женщины известен как Понте Гоба или Понте Векия, Старый мост. Он расположен в Боббиа, небольшой деревне в холмистой местности к югу от Пьяченцы, на севере Италии. Теория Глори была основана на находке числа 72, тайно спрятанного в изображении каменного моста. Она предполагает, что это число относится к 1472 году. В 1472 году произошло катастрофическое наводнение. Река Требия вышла из берегов и разрушила мост Боббиа. В своей книге «Загадка Леонардо» Глори утверждает, что Леонардо добавил число 72 под мостом, чтобы запечатлеть память о разрушительном наводнении реки Требия. Однако итальянский историк Сильвано Винчетти предположил, что мост справа от головы Лизы списан с моста Рамита через реку Арно, построенного еще в V-IV веке до нашей эры. Сейчас мост разрушен и сохранилась лишь одна его арка, но Винчетти сделал расчеты и пришел к выводу, что пока мост был действующим, арок было 4. Также он провел съемку с воздуха, проанализировал топографические карты XV века и заключил, что ландшафт в окрестностях моста Рамита и изгибы берега Арно возле него практически в точности повторяют ландшафт пейзажа Моны Лизы. 9. Скрытая картина за портретом. Используя технологии инфракрасной и лазерной визуализации, на Моне Лизе канадские ученые в 2006 году обнаружили на холсте черновые наброски да Винчи, в том числе изменение положения указательного и среднего пальцев левой руки. Это были далеко не единственные открытия на картине, также нашлись кружево на платье Моны Лизы и покрывало на ее коленях. В 2015 году французский инженер Паскаль Кот использовал похожие методы проецирования световых лучей с различными длинами волн на полотно, после чего измерял количество отраженного света. Любопытно, что его открытие позволило увидеть секретный портрет, закрашенный современной картиной. Кот обнаружил 4 изображения под современным изображением, в том числе портрет той же Моны Лизы, но без загадочного взгляда и таинственной улыбки, и портрет молодой женщины с миниатюрными чертами лица и также без улыбки. Появились разные теории о реальной личности женщины на картине, но, возможно, ее истинная личность навсегда останется загадкой. 10. Почему ее считают красивой? На протяжении всей истории портрет Моны Лизы приводился в качестве примера вечной красоты. Было бы очень наивно предполагать, что красота и интрига Моны Лизы ограничены только ее взглядом и ее улыбкой, поскольку она, кажется, является олицетворением так называемого золотого сечения, определенное соотношение длины и ширины предположительно является наиболее эстетически привлекательной пропорцией для человеческого глаза. Присутствующие в естественных структурах, таких как спиральный центр подсолнуха, и искусственных, таких как колонны Парфенона, золотое сечение было названо божественной пропорцией самим Леонардо да Винчи. Если вокруг лица Моны Лизы нарисовать прямоугольник в соответствии с этим соотношением, ее подбородок, макушка и нос получаются идеально выровнены. Преобладание этого золотого сечения в произведениях искусства, возможно, объясняет таинственную интригу, ощущаемую теми, кто видит портрет. Пропорции Джоконды считаются наиболее приятными для глаз, создавая ощущение естественного равновесия и красоты. Кто знал, что математика может объяснить это чувство очарования? 11. Здорова ли Мона Лиза? Загадка таинственной Моны Лизы, возможно, была наконец раскрыта бостонским врачом. Доктор Мандип Мехра диагностировал у Моны Лизы гормональные нарушения, когда он заметил странные детали ее внешности, бледный цвет лица, редеющие волосы и слегка перекошенную улыбку. Мехра работает директором сердечно-сосудистого центра в женской больнице Брикхэма. Врач заявил, что ему трудно не обращать внимания на клинические диагнозы. Мехра заметил наличие небольшой мясистой выпуклости во внутреннем углу левого глаза, ее редкие волосы и залысины, отсутствие волос на бровях
и выпуклость рядом с указательным пальцем. В сочетании с ее желтой кожей и выпуклостью на шее, то есть увеличенной щитовидной железой, это заставило его предположить, что странная улыбка Джоконды может быть вызвана мышечной слабостью. Таким образом, он пришел к выводу, что Мона Лиза страдала от состояния, называемого гипотериозом. Мехра продолжил свое исследование исторических условий, связанных с рационом женщины, и обнаружил, что пища с дефицитом йода обычно была характерна для начала XVI века. Поскольку йод является важным питательным веществом, которое играет важную роль в поддержании здоровья щитовидной железы, загадка любопытной улыбки Моны Лизы, наконец, может быть раскрыта. 12. Леонардо да Винчи начал писать Мону Лизу то ли в 1502, то ли в 1503 году, источники называют разные цифры. Изначально пейзаж картины не был прорисован, а элементы одежды героини не были такими яркими и детализированными. Художник работал над полотном до последних дней своей жизни, добавлял важные детали, но шедевр так и не был закончен. 13. Да Винчи был одержим идеей создать живое лицо человека на картине, черты которого смогут рассказать о личности и раскрыть внутренний мир модели. Для достижения своей цели художник разработал технику сфумато, при которой формы изображения смягчались, светотени увеличивали реалистичность. Такая картина больше походит на фотографию с плохим разрешением, чем на рисунок. Работая над полотном, Леонардо не позволял себе прикасаться руками к изображению, чтобы не оставлять отпечатков. И что самое удивительное, мастер смог нанести слои краски толщиной всего в несколько микрон, тысячных миллиметра. 14. Леонардо любил создавать настоящие шоу из выставок своих картин. Полотна он помещал на специальные подвижные столы, что только придавало реалистичности его почти живой Джоконде. Неудивительно, что некоторым зрителям казалось, будто на картине изображена не девушка, а демоническая сирена, которая вот-вот шагнет из картины. 15. При жизни Леонардо хранил будущий шедевр в ванной комнате, не задумываясь о том, как такие условия скажутся на картине. После смерти да Винчи Джоконда украшала собой покои мадам де Ментенон, стены дома Наполеона в Тюильри. Говорят, французский император однажды повесил Мону Лизу в своей спальне, где он наслаждался ее красотой в течение многих часов. Кроме того, картина была собственностью Людовика XIII, который отказывал всем, кто хотел перекупить ее. Мона Лиза очаровывала каждого владельца, пока наконец не заняла свое место в Лувре. 16. Нью-йоркский художник Рон Пичерило в 2011 году заявил, что в пейзаже картины скрыты очертания животных. Лев, обезьяна, буйвол, крокодил и змея – всех их можно увидеть, если расположить полотно горизонтально. Художник сделал эти открытия, следуя инструкциям, изложенным в дневниках Леонардо да Винчи. 17. В секретном тайнике в Швейцарии хранится другая версия Моны Лизы. Этот портрет известен как Айзелуордская Мона Лиза, и его героиня намного моложе, чем та, что изображена на классическом полотне. Некоторые искусствоведы предполагают, что эта картина также является подлинной, написанной самим Леонардо, либо его учениками при личном участии мастера. Существует версия о том, что именно этот портрет был передан заказчику, а в Лувре находится более поздний вариант, который Леонардо сделал для себя. 18. До пандемии COVID-19 Мону Лизу посещало в среднем 1500 человек за час. Несмотря на то, что в Лувре находится более 6000 картин, более 90% посетителей музеев направляются непосредственно к Моне Лизе. 19. Необычная внешность красотки вдохновляла не только художников. В 1914 году женщины начали подражать флорентийке, дамы наносили пудру с желтым оттенком на лицо и шею, закрашивали брови и тотально контролировали эмоции, загадочно приподнимая только уголки губ. Этот стиль стал называться «Ла Джоконда Лук». 20.
Но некоторые почитатели шедевра доходят до крайностей. В конце XIX века молодой художник выбросился из окна 4-го этажа, написав в предсмертной записке, что решил уйти из жизни, так как он не в силах разгадать тайну улыбки Моны Лизы. А в начале XX века один влюбленный поклонник попрощался с жизнью прямо перед портретом Джоконды. 21. У Моны Лизы есть и ненавистники. 30 декабря 1956 года боливиец Уго Унгас Вильегас бросил камень в Мону Лизу, когда она была выставлена в Лувре. Он сделал это с такой силой, что разбил стеклянную витрину и выбил пятнышко пигмента возле левого локтя. Картина была защищена стеклом, потому что несколькими годами ранее мужчина, утверждавший, что влюблен в картину, порезал ее лезвием бритвы и попытался украсть. С тех пор для защиты картины от любых дальнейших нападений использовалось пуленепробиваемое стекло. Спустя несколько месяцев после происшествия с камнем другой злоумышленник бросил в Джоконду склянку с кислотой. 21 апреля 1974 года, когда картина экспонировалась в Токийском национальном музее, женщина обрызгала ее красной краской в знак протеста против того, что музей не обеспечивает доступ для людей с ограниченными возможностями. 2 августа 2009 года россиянка, обезумев от отказа во французском гражданстве, швырнула керамическую чашку, купленную в Лувре. Сосуд разбился о стеклянную ограду. В обоих случаях картина не пострадала. 29 мая 2022 года мужчина-активист, переодетый женщиной в инвалидном кресле, бросил торт в защитное стекло, закрывающее картину, в очевидной попытке привлечь внимание к изменению климата. Картина не была повреждена. Мужчина был арестован и помещен на психиатрическую помощь в Главное управление полиции. Расследование было начато после того, как Лувр подал жалобу. 28 января 2024 года двое нападавших из группы защитников окружающей среды Рипосталиментер, что переводится как «пищевое возмездие», плеснули супом в защитное стекло картины, требуя права на здоровое и экологичное питание и критикуя современное состояние сельского хозяйства. 22. Кстати, пуленепробиваемое стекло установлено не только для защиты полотна от внешних воздействий, оно также поддерживает специальную температуру, которая замедляет процесс старения картины. Картина хранится в футляре из пуленепробиваемого стекла в условиях строгого климат-контроля. Влажность поддерживается на уровне 50% с допустимым отклонением плюс-минус 10%, а температура в диапазоне от 18 до 21 градуса Цельсия. Чтобы компенсировать колебания относительной влажности, корпус дополнен слоем силикагеля, обработанного для обеспечения относительной влажности 55%. 23. Если вы когда-то задумывались, сколько может стоить самая загадочная картина современности, то вот ответ: сколько бы она ни стоила, Джоконда не продается. Последний раз ее оценивали в $2,5 миллиарда, но глава культурного отдела парижской мэрии Бруно Жульяр заявил, что Франция не готова продать картину даже ради погашения государственного долга. 24. Мона Лиза написана не на холсте, а на панели из древесины тополя, которая состоит из 3 кусков толщиной около 3 сантиметров. Картина была написана масляной краской с использованием техники, которая не оставляет видимых следов кисти. 25. Размеры картины составляют 53 на 77 сантиметров. Это делает ее чуть больше листа бумаги формата А2. 26. В какой-то момент Мона Лиза была удалена из первоначальной рамки. Ничем не стесненная панель из тополя свободно деформировалась при изменении влажности, и в результате в верхней части панели образовалась трещина, доходящая до линии роста волос фигуры. В середине XVIII – начале XIX века в заднюю часть панели были вставлены 2 скобы из грецкого ореха в форме бабочки на глубину примерно в треть толщины панели. Это вмешательство было умело выполнено и успешно стабилизировало трещину.
где-то между 1888 и 1905 годами, или, возможно, во время кражи картины, верхняя скоба выпала. Более поздний реставратор приклеил и выровнял получившееся углубление и трещину тканью. 27. Картине уже более 500 лет. 28. Современное программное обеспечение для распознавания лиц показало, что на портрете Мона Лиза на 83% счастлива, на 9% испытывает отвращение, на 6% страх и на 2% гнев. 29. В настоящее время картина находится в музее Лувра в Париже, Франция, где ей отведена отдельная комната. Она находится в постоянной экспозиции с 1797 года. 30. Ежегодно картину в Лувре посещают более 6 миллионов человек. В среднем человек проводит 15 секунд, глядя на нее. 31. После того, как картина пропала, 6 богатых американцев обманом заставили заплатить до $300 тысяч за поддельные картины Моны Лизы. 32. Пабло Пикассо однажды был подозреваемым в краже знаменитой картины и даже был доставлен на допрос. 33. Согласно французскому закону о наследии, Мона Лиза не может быть куплена или продана. Картина принадлежит обществу, а из-за того, что она считается бесценной, ее невозможно застраховать. 34. Чистка и подкраска. Первая и наиболее масштабная зарегистрированная чистка, перекраска и подкраска Моны Лизы была проведена в 1809 году Жаном Мари Хакстоулом, который отвечал за реставрацию картин для галерей музея Наполеона. Работа включала в себя очистку спиртом, подкрашивание и повторную покраску картины. В 1906 году реставратор Лувра Эжен Денизар выполнил акварельную ретушь на участках красочного слоя, поврежденных трещиной на панели. Денизар также отретушировал края картины лаком, чтобы замаскировать области, которые изначально были закрыты, более старой рамкой. В 1913 году, когда картина была возвращена после кражи, Денизарда снова пригласили поработать над Моной Лизой. Ему было поручено очистить картину без растворителя и слегка подправить несколько царапин акварелью. В 1952 году слой лака на заднем плане картины был выровнен. После нападения с камнем 1956 года реставратору Жану Габриэлю Гулина было поручено подправить акварелью повреждения на левом локте Моны Лизы. В 1977 году на обратной стороне панели было обнаружено новое заражение насекомыми в результате установки перемычек, предохраняющих картину от деформации. Это место было обработано 4-хлористым углеродом, а позже обработано окисью этилена. В 1985 году пятно снова обработали 4-хлористым углеродом в качестве профилактической меры. 35. Когда Леонардо да Винчи рисовал Мону Лизу, для нее играли 6 музыкантов, которых он пригласил сам, и был установлен музыкальный фонтан. Автор сделал все это, потому что хотел, чтобы его объект был расслаблен и развлечен. 36. Леонардо да Винчи изобрел ножницы, играл на альте и провел 12 лет, рисуя губы Моны Лизы. 37. Во время Второй мировой войны Мону Лизу перемещали 6 раз, чтобы она не попала в руки нацистов. 38. В 1983 году японский художник Тадахи Каагава сделал копию Моны Лизы, полностью из ломтиков тоста разной обжарки. 39. В 1963 году картина была передана во временное пользование Национальной галерее США на месяц. Ее посещение включало круглосуточную охрану морскими пехотинцами, и даже при расширенных часах посещения очередь на просмотр часто занимала 2 часа. 40. Уже более 500 лет Джоконда вдохновляет других художников: Рафаэль Санти, Жан-Агюст Доминик Энгр, Жак-Луи Давид, Камиль Каро, Энди Уорхол, Джаспер Джонс, Роберт Раушенберг. Все они пытались повторить идеальный женский образ в своих работах.
И даже сейчас Джоконда является самой копируемой героиней. Ее изображение служит украшением абсолютно всего – элементов интерьера, одежды, архитектуры, а также еды и даже свежесваренного капучино. Мона Лиза – самое посещаемое произведение искусства в мире, о котором пишут, поют и которое пародируют. На этом я бы хотел закончить это видео с 40 тайнами Моны Лизы, которые все еще не разгаданы учеными. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт. Мона Лиза – единственная картина в Лувре, у которой есть свой почтовый ящик для любовных писем и стихов от поклонников. Вот такими у нас получились 40 тайн Моны Лизы, которые все еще не разгаданы учеными. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.